Друзья, всем привет! Я за разумную экономию. И в магазинах вы наверняка покупаете вот такие вот шарики для унитаза, то есть чистота и свежесть. А вы знаете, что их можно сделать самим. И сделать очень просто. И, например, вот эта упаковка, наверное, стоит где-то рублей 300 с чем-то, да? Если я не ошибаюсь. А то, что мы сделаем с вами, обойдется, ну, рублей, наверное, в 5. Вот посчитайте. И будет то же самое, один в один практически. Только даже приятнее, можно сказать, будет пахнуть. Потому что ароматы вы выбираете сами, какой вам больше нравится. Так, что это мы убираем? Что нам понадобится? Обычная самая дешевая зубная паста, 19 рублей. Стиральный порошок, недорогой самый тоже. И обычно дешевое хозяйственное мыло, жидкое. Если нет жидкого хозяйственного мыла, можно взять обычное кусковое, его через терку и растереть с водой. Будет то же самое, один в один. И я беру для аромата вот такое масло, эфирное масло апельсина. Можно взять любое, какое вам нравится. Это просто чисто для аромата. Делаем, конечно же, в перчатках. Зачем нам портить наши красивые ручки? Так, вот посуда. Сюда добавляем 3 столовые ложки обычного стирального порошка. Ну, то есть, какой у вас есть. Если стиральный порошок с очень вкусным, приятным ароматом, который вам нравится, то эфирное масло не обязательно, чтобы не перебивал запах. Но меня это не касается, потому что тут не очень приятный запах. Сюда 1 столовую ложку зубной пасты. Не забудьте сразу подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы быть всегда в курсе новых интересных видео. Теперь добавляем 1 столовую ложку жидкого хозяйственного мыла и будем перемешивать. Нам нужна такая масса мягкая, податливая, такая пластичная, для того, чтобы лепить эти шарики. Если получается не совсем пластично, чуть-чуть стирального порошка. Все, друзья, с массой я разобралась. Теперь добавляю где-то 5 капель эфирного масла. Получилось чуть больше. Теперь перемешиваю. Берем массу и начинаем лепить маленьких колобков. Берем по чуть-чуть. Ровные совсем не получаются, но что-то похожее получается. Нам же не красота важна, а использование, чтобы они работали по прямому назначению. У меня получилось 8 таких колобков. И теперь их нужно будет оставить, чтобы они очень хорошо высохли. Сразу их нельзя использовать. Главное, чтобы они отлежались где-то сутки, 2 суток. И когда они окрепнут, их можно будет уже использовать. Примерно через час они уже хорошо схватятся, станут твердыми, но не используйте, как я уже сказала, подождите. Теперь, после того, как это все высохнет хорошо, берем наш держатель, помещаем сюда эти шарики, закрываем и под ободок унитаза. Теперь смываем. Аромат распространяется по всему туалету, это радует. И чуть-чуть образуется небольшое количество пены, которое хватает для того, чтобы держать унитаз в чистоте. Вот такой вот интересный, необычный совет я вам хочу посоветовать. Друзья, что вы думаете насчет этого совета? Делитесь с друзьями, им тоже пригодится. А на этом я хочу с вами попрощаться. До следующей встречи. Всем пока-пока.